Кто такой Сарк и почему его отменяют? Объяснение для тех, кто не в курсе всех произошедших драм в экзе комьюнити. Сарк — это экзе-демон, крайне опасный жестокий тип, который только и делает, что постоянно дерется и насилует своих девочек. Для новичка в экзе так и сперва и покажется, но на самом деле ли он такой жестокий архетипичный демон, или все же за его историей скрывается более глубокий лор и мотив его действий? Давайте разберемся. Жестокость Сарка прежде всего обусловлена его демоническим типажом. В рамках НУ выделяют несколько типов демонов, и Сарк принадлежит к самым жестоким и садистским созданиям, демонам Острия. Острийцы очень своевольные и трудные демоны, а с учетом пошатнувшейся психики после поражений и плена у высших, у Сарка попросту снеслась крыша. Держите это у себя в уме. Но самый главный скандал в комьюнити случился из-за его действий в отношении Крим и из-за его измерения. Мол, из одной сцены в анимации люди интерпретировали это как PDF-событие, из-за чего много кто стал порицать как Сарка с его Крим, так и создателей этой вселенной в принципе. Во-первых, давайте обусловим, что экзе это ни черта не романтическое произведение, и здесь не особо приветствуется мораль. Люди должны быть готовы к тому, что может произойти что-то, что вызовет у них чувство отвращения или страха. Во-вторых, демонам, а особенно острийцам, должно быть глубоко плевать на всю эту критику и хейтеров, ведь жестокость и похоть у них заложена в природе, и поэтому они попросту не могут не быть истинным злом. Хотите примеров на уровне Сарка? Может, возьмем Первижена? Он и хоть и не насильник, но не брезгует проводить свои самые ужасные опыты над живыми созданиями, в том числе и на детях. Но его никто не отменял. Странно, да? И не забываем, что из-за постоянной волны хейта создателю НУ даже пришлось отредконить возраст Скрим и прямо заявлять, что Сарк вообще-то не по лолям и дополняет эту спорную анимацию. И ведь грустно, потому что это убило в нем главную киллер-фичу, которая отличала его от других демонов, запредельную жестокость и полное отсутствие морали. Сейчас же он представлен не таким, как раньше, делая больше акцента на его печальном прошлом и внутренней шизде, тем самым пытаясь угодить твиттерской повестке. И напоследок обращусь к хейтерам. Прежде чем критиковать Сарка за все, что только можно привязать, попытайтесь хотя бы полностью понять лор не только самого персонажа, но и мира, в котором он существует. Просто умейте правильно приводить свои доводы, а не доказывать, что ваша субъективность должна быть выше всего. А еще можете заценить мои попытки в анимацию, ссылка в комментариях.